It's time to hunt. Перед тем, как мы начнем, коротенькое объявление. Как вы помните, на прошлой неделе мы запустили свой чат, и там уже зарегистрировалось более 600 человек. Но мы верим, что это не предел. В прошлую субботу мы с вами неплохо так пообщались, в чате разыграли 4 приза, Red Point карт по 10 евро, по-моему, номиналом. И на этой неделе разыграем еще 6. Да, призы за прошлую неделю мы до сих пор не выдали. Это наш косяк. Приносим извинения за задержку. Думаю, в ближайшие дни мы все-таки всем победителям прошлой недели их призы выдали. Что нужно будет сделать, чтобы получить призы на этой неделе? В субботу и в воскресенье в 6 часов по московскому времени зайти в наш чат, ссылку на который вы найдете в описании к данному видео и в нашей группе ВК. В чате, когда будет объявлено, разместить свой скриншот с S плюс результатом за игру. Среди разместивших скриншота мы случайно разыграем 3 приза по 10 баксов в субботу и, соответственно, 3 приза по 10 баксов в воскресенье. Я сам обязательно буду в чате, приходите, приносите с собой хорошее настроение, будем общаться, обсуждать мои кривые стримы на прошлой неделе, игры LCL, ну и все, что вашей душе будет угодно. Всем привет, друзья, с вами Зак и очередной гайд по джанглеру, играющемуся через руническое Экко. Шутка дня. Очень много зрителей просило обновить гайд по этому чемпиону, и я с удовольствием выполняю их просьбу. Экко в некотором смысле занимает ту же самую нишу джанглеров, что занимает Нидали. Он полкающий, бурстовый, мобильный маг. Однако в чем его преимущество перед Нидали, так это в его универсальности. То есть если, выбирая Нидали, вы обрекаете себя на игру через Full AP сборку, пусть и с высоким содержанием резистов, если вы смотрели мой предыдущий выпуск, то выбирая Экко, вы можете собираться как в мага, так и в танка. То есть еще на стадии драфта вы создаете для ваших противников проблему выбора. То есть куда вы пойдете, в лес или на линию, как вы будете собираться, в мага или в танка. В зависимости от этого они будут выбирать своих чемпионов и могут ошибиться. Смотреть мы будем за игрой Метеуса, челленджера североамериканского сервера. Однако, если вам интересно хорошо разобраться в том, как успешно играть на Экко, рассмотреть его игры со всех сторон, я бы хотел порекомендовать вам посмотреть игры еще 2 Экко-мейнеров. Ссылки на их Low King профили вы найдете в описании к данному видео. У обоих наиграно по несколько сотен игр на именно Джангл Экко уже в 6-м сезоне и более 1000 игр в 5-м сезоне. Ну, то есть реально ребята его мейнят и ребята реально шарят в том, как им можно играть. Первый это Сейнт Киллиан. Он играет в классического танка Джангл Экко, собирающийся через 2 атакующих предмета и дальше уходящий в расстанковку. Мне его игровой стиль нравится тем, что он не такой, знаете, не лесной фармила, да, он именно агрессивно ганкающий лесник, то есть он, подобно какому-нибудь Удиру Лисину, выганкивает на ранних стадиях игры просто все линии. Это очень здорово у него получается. Второй это Гадмастер Экко, играющий через Пожиратель и Гуинсо. К сожалению, его реплеев я не смог найти, но я просто смог посмотреть его игры, когда он играл. Повезло мне его застать. В принципе, вы можете посмотреть его профиль, и вы увидите, что он играет Экко, собирая его через Пожиратель и Гуинсо, и далее уходя в затанкованность. Да, такой вариант тоже имеет место быть. Если вам скучно, то можете попробовать собрать Экко в автоатакера и пофаниться в нормалом, я вам гарантирую, это принесет вам море удовольствия. Ну а теперь поехали к гайду. Ну что, поехали. Первый совет на Экко. Ганкайте как можно раньше. Чистка леса – это не самая сильная сторона этого чемпиона. Чистить лес он медленно, теряя много здоровья. Однако ему не нужны оба бафа, чтобы ганкать, в чем вы только что убедились. Достаточно взять красный или синий баф, получить 3-й уровень и выходить на линии за киллами пораньше. Чего ваши противники ожидать от вас явно не будут. В чем сильная сторона Экко, так это в огромном уроне на первых уровнях даже без предметов. И в очень долгом 2-секундном стане. Главное научиться им попадать. Руны. В красных берем скорость атаки. Она нам нужна и при чистке леса, чтобы быстрее и с меньшими потерями здоровья зачищать лесных крипов. Также она нам пригодится и в скирмишах и на ганках, чтобы чаще прокать нашу пассивку с вешки. В желтых берем либо броню, что всегда хорошо в лесу, либо так же, как на Нидали, я уже говорил в прошлом гайде, здоровье, растущее с уровнем. Эти руны будут хорошо сочетаться с теми предметами, которыми мы на этого лесника прикупим. В пентах берем, разумеется, силу умений, все-таки мы маг. В синих берем время снижения руны на снижение времени перезарядки или же комбинацию из таких рун на КДР с рунами на магическое сопротивление.
Как видите, в этом эпизоде Метеос очень хорошо разрулил ситуацию с ганком запушенного топлейна, получив пару ранних киллов. И пока он бэкается на базу, чтобы прикупить эфирный всполох и вернуться ганкать мидлейн, поговорим о раскачке скиллов. Начинать игру на первом уровне можно как с кушки, так и с вешки. На самом деле оба спелла достаточно слабы на первом уровне и не сильно помогут вам с забиранием лесного компа. В любом случае, как бы вы ни начали, вам потребуется помощь вашей команде с пулом первых мобов. Далее в первую очередь Максим Кушку. Это наш основной дамагающий спел, плюс при раскачке этого скилла снижается время перезарядки данной способности. Во вторую очередь Максим Ешку, то есть опять-таки с целью снизить кулдаун на нашу мобильность, на наш дэш и последующий прыжок на врага. Ну и щит, нашу вешку качаем в последнюю очередь. Ульту, разумеется, вне очереди. Метеос берет два кэмпа и выходит на ганк мидлейна. Как ганкать за Экко лучше всего? Зайти противнику за спину и кинуть щит в направлении его потенциального пути отступления. Метеос так и делает, кидая щит между Зедом и его вышкой. Зед замечает это в последнюю секунду и тенью уходит уже из почти что захлопнувшейся ловушки. Однако попадает в лапы Клебланки, и из этой же ситуации ему уже просто не уйти живым. Подошедший Лисин уже ничего не может сделать для спасения своего мидлейнера и сам становится легкой добычей. Еще один пример похожего ганка. Здесь уже Сейнт заходит за спину Хеймердингеру, кидает щит между ним и его вышкой, и в результате Хеймер попадает в классическую вилку без возможности выбрать какой-то правильный вариант. Он вынужден либо стоять в ульте Ганпланка, либо идти и ловить стан от щита Экко. И так, конец. На лоу элла игроки обычно не замечают, куда отправляется щит, куда кидает свой щит Экко, и часто выбирают неправильный путь отступления, выбирают второй вариант, что их зачастую губит, ибо в первом варианте они хотя бы могут попытаться разменяться один в один. Не бойтесь использовать флэш в зону параллельной конвергенции, то есть свою вешку, на своих первых ганках. То есть если вы уверены, что применив флэш вы застанете противника, оказавшегося в вашем поле, делайте это смело. 2 секунды стана хватит, чтобы убить практически кого угодно на первых уровнях. И вот тут сразу давайте поговорим о синергии. Когда и с кем лучше всего пикать Экко для получения максимального профита. На мидлейне ваши лучшие друзья это, конечно же, Арианна, Люкса и Виктор. Всех их чемпионов объединяет то, что они могут задержать противника в какой-то ограниченной зоне, где вам будет очень просто попасть по врагу зоной параллельной конвергенции, то есть своей вешкой. Соответственно, это повысит эффективность в ваших ганках. Также, в принципе, есть и всякие не совсем входящие в современную мету чемпионы типа Вейгара и прочих. С ними тоже Экко очень неплохо сочетается. Ваши лучшие друзья на топ-лейне это, конечно же, различные утилити-танки с контролем. Это Маокай, это Наутилус, это может быть даже Чогат. То есть, опять-таки, ребята с наличием хард-контроля. На бот-лейне из саппортов лучше всего под Экко взять, или Экко под конкретного спорта. Разумеется, это Леона, это Барт, это Алистар, это Трэш и даже Трандл, который своим пиларом, опять-таки, может ограничивать зону передвижения противников, вынуждая их двигаться либо в ваш щит, либо оказывается в невыгодной позиции. Все эти ребята могут либо начать цепочку контроля, которую вы продолжите своим станом, либо вот опять-таки ограничить возможность передвижения противника, что в разы повышает эффективность ваших ганков. Таланты. Я рекомендую вам поиграть на Экко через 12.0.18 ветку талантов. То есть это то же самое, что я рекомендовал вам для игры на Нидали. Суть, почему мы не играем через утилити ветку, через приказ Повелителя Грома, в том, что в деф ветке мы получаем необходимую нам растанкованность в виде бонусного здоровья. Урона нам хватит с наших базовых обилок и с тех предметов, которые мы будем покупать в первую очередь. Если же мы выберем ветку хитрости, приказ Повелителя Грома, то мы будем слишком сквишовыми на начальных этапах игры. Обратите, кстати говоря, внимание, что в атакующей ветке в первом тире мы берем скорость атаки, а не увеличение урона от наших умений. В остальном же, пожалуй, выбор талантов довольно стандартен. И тут мы подходим к еще одному важному элементу геймплея Экко, который нужно уметь исполнять. Экко отличный тавердайвер, то есть он может легко нырять под вражескую вышку, даже без поддержки своих крипов, так как, во-первых, его будет защищать щит, который сможет поглотить 1-2 тавер-хита, во-вторых, в течение некоторого времени Экко может легко уйти из подвышки, применив свою ульту и вернувшись назад в свою отстающую на 4 секунды копию. Но нужно уметь исполнять этот элемент правильно. Во-первых, нужно уметь таймить свой щит, ведь щит появляется не сразу после нажатия кнопочки W, а через несколько секунд. Во-вторых, нужно следить за ультой, чтобы прожать ее до того, как она зайдет вслед за вами под вышку. Ну и, конечно же, нужно не забывать просто прожимать свою ульту. Короче, репорт мид X9. Я влетаю под вышку, танчу, а Лебланка стоит и ничего не делает.
Только мой килл застреляла. Ну и Z тоже нуб играет на имбе однокнопочной. Репорт, игнор, нерв, Z, please. Теперь давайте рассмотрим эпизод с дайвом, где все было разыграно практически идеально. Здесь Сайн заходит на контрганг и загоняет уже практически мертвого Трандла под его вышку. Далее он прожимает Ешку в сторону Трандла, затем прожимает флэш и догоняет Трандла с помощью дэша. И мгновенно прожимает ульту, выходя из-под агро-вышки и подлечивая себя любимого. Теперь о сборочке, да, будем, наверное, заканчивать. Итак, играем мы через руническое эхо. Первый апгрейд для мачете я рекомендую вам клинок преследователя, позволяющий вам замедлять смайтом врагов, тем самым увеличивая количество атак, которые мы успеем по замедленному противнику нанести. Выбор ботинок: лучше всего брать ионийские ботинки, снижающие время перезарядки наших способностей. КДР очень важный стат для эко. В нашей сборке, по сути, кроме как с ботинок, ну вот имеется в виду в сборке в мага, его взять практически негде. Однако в сборке в танка, если вы пойдете через облачение духов, вы вполне себе можете взять ботинки стремительности в тимфайте, они вам очень пригодятся тем, что будут снижать эффективность вражеских замедлений по вам. Далее у нас встанет выбор, собственно говоря, в кого собираться, в танка или в мага. У вас на экране сборки в двух вариантах. Первый вариант в мага, то есть это руническое эхо, Роа, Личбейн, Абиссал и затем уже Жоня и в конце концов Рабадон. Это такой full AP билд с каким-то количеством определенным резистов, плюс с аквиткой Жони, которая позволит вам какие-то тактические элементы в тимфайтах проявлять. Однако это очень рискованный билд, в котором нужно играть очень осторожно. Данный вариант стоит выбирать, когда у вас уже есть пара крепких танков-фронтлейнеров. Какой-нибудь там Шен топ-лейн или там, я не знаю, Маукай топ-лейн, Сион топ-лейн и так далее. И какой-нибудь там Алистар или Леона на ботлейне. С такой сборкой вы будете выполнять роль почищающего тимфайт мага, то есть держитесь позади тиммейтов, аккуратненько стоите, ждете удобного момента, и когда драка уже завяжется, ребята потратят свои начальные элементы способности контроля, вы врываетесь в тимфайт, стараетесь зацепить оказавшегося вне позиции кэрри противника, убиваете его и выходите из тимфайта с помощью своей ульты. Или просто используя ульту для того, чтобы подхилиться и затем уйти в Жоне. Второй вариант — это сборка в танка. Это руническое эхо, затем хладорожденная рукавица, затем Абиссал, затем Жоня. Впрочем, вместо Абиссала и Жони вполне себе, или может быть даже это будет лучшим вариантом, взять облачение духов плюс знамение Рандуина. Эти предметы дадут нам намного больше выживаемости в тимфайтах. Собственно говоря, и Сейнт, и Метеос играют именно через такую более танковую сборку, через хладорожденную рукавицу и через Абиссал. С такой сборкой вы будете играть роль классического брузера, такого полутанка, полудамагера с большой выживаемостью и просто с бешеным уроном. В конце концов, у нас очень высокие базовые уроны на наших способностях, плюс благодаря нашей вышке наши автоатаки наносят урон в процентах от вражеского недостающего здоровья. То есть вы держитесь в тимфайтах где-то в передней в фронтлайне своей команды. Старайтесь, конечно, не ловить лишнего паука. Вы стараетесь как-то более инициирующе играть с помощью своего щита. То есть вы стоите в передней линии своей команды до последнего, до упора. И далее уже ультой уходите из-под фокуса вражеской команды или просто опять-таки используйте ее для того, чтобы подхиляться и как можно и прожить дольше, дольше в тимфайте, чем проживут вражеские танки. Примерно вот в таком же стиле и действует Метеос в тимфайтах в данной игре. На этом, друзья, все. Надеюсь, сегодняшний выпуск вам, как всегда, понравился, и вы, как всегда, ставите под ним множество лайков. Если вы еще не подписаны на наш канал, то обязательно подписывайтесь, впереди еще очень много интересного. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, в субботу и воскресенье обязательно приходите в наш чат к 6 часам по московскому времени, участвуйте в розыгрыше ценных подарков, призов, общайтесь, играйте в Лигу Легенд, и да пребудет с вами удача в Солоку. Пока!